Вот это мне повезло. У нас здесь такие попадаются рядочки богатенные, что я просто в шоке. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся за грибочками. Посмотрим, что в лесу есть. Из хороших новостей у нас 2 дня уже был почти подряд дождь и довольно-таки сильный лес. Очень мокрый, я вот только зашел уже, сразу видно, что лес мокрый. Значит, грибы в лесу пойдут. Не только те, что, получается, после прошлых дождей во время засухи выросли, но и свежие, я надеюсь, мы что-то найдем. Так что не забывайте подписываться на мой канал, и теперь посмотрим, что я найду. А вот, друзья, и первая хорошая находочка. Здесь они вот так спрятались под пенечком. Они идут прямо до того ведра. Это у нас грусть перечный. Это тот красавчик, который нужно вымачивать, потому что он горький. Но зато очень вкусный, молоденькие, хорошенькие. Я думал, засуха, грибов не будет. А грузди, вы посмотрите-ка, лезут. И маленькие есть, и покрупнее, всяких разных размерчиков. Вот какие малипуськи попадаются. Кстати, такие засаливать лучше всего. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Вот она, наша грядочка. Конечно же, друзья, при срезе с них выделяется сок. С ножки. Как вы видите, вот он выходит. Сейчас мы его... Вот он, белый, на пальце. И желательно, чтобы он в глаза не попадал. Так, вот... Грядочка еще продолжается у нас. То есть я сегодня буду, конечно же, с грибочками. У нас уже 2 дня как прошел хороший дождик. Лес сырой, друзья. Обалденный лес. Значит, пойдут грибы. Были ливни у нас в Симферопольском районе. И поэтому... Будем надеяться, что уже пойдут какие-нибудь шампиньончики, маслятки. И вот сегодня ночью тоже прошел дождь. Обещают еще и на завтра дождь. Если все это будет, будет очень даже, друзья, хорошо. Вон, сколько здесь этих малышей. И это только у нас при входе в лес. Я только зашел, и уже у меня вот такие вот первые поляночки. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Будем надеяться, что они будут продолжаться и продолжаться. Вот, друзья, вы посмотрите, еще одна красивая и молоденькая грядочка попалась. Вот они у нас здесь попадаются. И, кстати, хочу заметить, что они не потресканные, как это бывает в частых случаях, когда они во время засухи росли. Они становятся страшненькие, черненькие, а это такие вот довольно-таки хороший внешний вид у них. Вот. Вот такая, друзья, красота. Ну что, друзья, вот так вот выглядит шикарно лес, где я хожу. Я здесь уже был неоднократно. Я здесь собирал лисички как-то. Перед этим были видео, вы смотрели, надеюсь. И, естественно, лисичек в этот раз еще не нашел. Возможно, их даже и не будет. Ну, по крайней мере, грузди есть. А это я, друзья, прогуливаюсь в лесах Пионерского. В ведре уже начинает что-то появляться. Это может обозначать только то, что я сегодня ведро груздей наберу. У меня как раз с прошлого раза они уже закончились. Я их засаливал, и они были очень вкусные. Ну, по крайней мере, я их полюбляю. Пробовал в том году их даже мариновать. Как бы не мое, друзья. Маринованные грузди, я знаю грибочки получше, которые можно замариновать. Их можно не обязательно вымачивать, их можно еще даже вываривать. Но мне метод больше нравится вымачивать. Хоть и дольше этот процесс занимает по времени, но результат очень получается хороший. После дождя грибочки грязноватые чуть-чуть.
Видите? Ну это ничего страшного. Все у нас отмоется и все будет по красоте. А вот, друзья, я повстречал какой необычный и красивый гриб. Ну, это понятно, что что-то из трутовика, скорее всего. На дереве растет. Ну, вот такой вот цветной красавчик. Еще посмотрите, какая хорошая грядочка. Здоровые здесь даже такие груздики попадаются. Здесь, видимо, никто не ходил. Сейчас сделаем фотографию с координатами и оставим, как обычно, в эксклюзивных записях. Фотографии уже готовы. Теперь можно и пособирать сами грибочки. Конечно же, они в частых случаях не червивые. Хотя и могут попасться довольно-таки уже с живностью. Но это если только, друзья, будет он старый. А такие, когда они молодые, они в частых случаях очень хорошие. Вон, смотрите, какой-то гриб прирос к нему прямо. Видимо, оторвался и прирос. Так, вот они. Один за другим нам попадаются. Ну, друзья, теперь приятный бонус, конечно же. Вот они. Смотрите, какие здесь красавицы стоят. Вот это мне повезло. Это реально приятный бонус. Лисички какие. Ух, большие уже. Солидные. Красавицы какие. То, что нам надо. Да, я, если честно, уже думал, что их я сегодня не найду. А они вот тебе, посмотрите-ка. Чуть-чуть сломался. Ну ничего, лисички, кстати, тоже не бывают червивые. Очень редко они бывают червивые. Поэтому я их очень люблю собирать. Обычно, если находишь, то значит уже все хорошо. Смотрите, какие они огромадные. Да, мне еще такие, наверное, не попадались, но все равно красота. Все, сегодня будет картошечка с лисичками. Будет именно вкуснятина. Друзья, вы только посмотрите, какая здесь шикарная молодая грядочка груздей. Хух, сколько их здесь. Вот это пойдет урожайчик. Сам не ожидал, если честно, что что-то наберу. Ну, а здесь такие попадаются рядочки богатенные, что я просто в шоке. Хорошие все, друзья, обалденные, беленькие. Самое главное, что это, наверное, самое главное в грузде, чтобы он был светленький такой, в молодом состоянии, в хорошем. Тогда, конечно же, их когда приготовишь, они будут и более-менее приятно выглядеть, чем грязных, страшных наделать. Смотрите, они просто красавицы. Вот такие прям целенькими можно засаливать. И будет красота. Прям такой один грибок на вилочку. Раз и готово. Так что грибы все-таки в лесу есть. Я, конечно же, немного пропадал. Были огородные дела. Не мог никак их откладывать на другой раз. Поэтому ну и тем более еще была и засуха. У нас так солнце шпарило целую неделю, что некуда было ехать толком. Я, конечно, заглядывал там по некоторым местам, где ничего не было. Ну, а здесь прям удачненько. И напомню, что координаты на это место я уже вам оставлял. Вон они еще. Я пришел, а они здесь есть. Вот они прячутся. Опа, скользко очень. И опасненько. Можно немного упасть. Вот, друзья, посмотрите, какие только бывают размером грузди. Вот такие вот огромные.
Ну, естественно, и поменьше тоже здесь есть. Размерчик, конечно, может удивить. Ну, а мы с вами сейчас перейдем в другую балочку и посмотрим, что там. В соседнюю балку сейчас через бугор перейдем. И там еще прогуляемся. Ну вот я уже перебрался в соседнюю балочку. В этой балочке тоже идет дорога посередине балки. Но и здесь, естественно, тоже нам попадаются грузди. Молодые и красивые. О, этот ничего не молодой. Вот этот молодой. Ага, вот они молодые и красивые. Уже, друзья, почти полная ведерко грибов. Еще осталось чуть-чуть дополнить, и будет все хорошо. Еще парочка красавчиков, смотрите, они выросли. Симпатично. Да, несмотря на то, что было очень сухо, грузди здесь росли. Ну и, конечно же, что я хочу сказать. Здесь вот таких вот маленьких попадается очень много по лесу. Это только может обозначать одно, что они только начинают расти целыми вот такими грядочками. Они здесь попадаются. И вот эта грядочка продолжается. Один за одним, друзья. Здесь их, конечно же, хватает. А вот еще целый пучочек здесь их. Все, просто красота. Грибной день на сегодняшний день удался. А вот, друзья, смотрите, я нашел какие-то любопытные грибы. Сейчас мы с вами один рассмотрим. Я не знаю названия. Может, кто-то знает. Напишите в комментариях. Так. Ну, он без всякой живности. Когда трогаешь здесь, видите, он как грусть выделяет такое белое молоко. Что за грибочек, вообще не знаю. Ну ладно, пусть растет дальше. Остальные, по крайней мере, пусть растут. Они здесь попадаются и в маленьких размерах. Это более-менее большие я нашел. Думаю, надо посмотреть. Ну и вот, конечно же, лисички еще попадаются. По чуть-чуть, поштучно, по одному, по два. Но в этот раз 3 штучки. Конечно же, друзья, лисичек уже очень мало в лесу. Ну вот, друзья, прогулявшись по такому чудному лесу, посмотрим теперь мой сегодняшний улов. А у меня сегодня полное ведро груздей и немножко лисичек, именно чтобы пожарить. Как говорится, для запахов картошку здесь есть. Ну и груздей, естественно, вы сами видите. Шикарно. Много очень старых попадается, не собранных. Они уже, конечно, негодные, но молодых вот таких я умудрился набрать целое ведро. Ну что, друзья, результатом я, конечно же, очень доволен, потому что я ехал именно набрать груздей. Ну, а мне еще бонусом попались лисички. Конечно же, это очень даже хорошо. Так что грибы в лесу попадаются, можно смело идти искать свои грибные места. И, конечно же, друзья, всем мира и добра, здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока!